Представьте себе новорожденного ребенка X. Сразу после рождения его оставляют одного, а все люди кроме него бесследно исчезнут. Ребенок не будет иметь выбора как-то себя защитить от опасности окружающей среды. Допустим, что X бессмертен и не ощущает боли. Вероятно, даже спустя 1000 лет он не имел бы понимания о своей самости и не познал бы собственной «я»-концепции. Ведь нет никого, кто сказал бы ему, кто он и что он существует. Выходит, что наша личность и идея о собственном «я» всего лишь конструкты, возникающие в обществе подобных нам существ. Без языка и социальных взаимодействий у ребенка, вероятно, даже не развилось бы абстрактное мышление. В первые годы доминирует образное восприятие, и только со временем, через слова и символы, мы учимся отделять понятия от конкретных предметов. Это частично объясняет, почему люди не помнят своего раннего детства. В детстве все восприятие как бы скомкано в одну картину, но когда мы начинаем учиться говорить и назначать отдельность разным предметам, тогда у нас начинает зарождаться привычное нам сознание. Привычному нам знанию можно попробовать дать, однако, непривычное определение, как совокупность знаний. Ведь все, из чего состоят наши мысли, это абстрактные знания, которые и дают нам какое-то представление о собственном существовании, точнее говоря, о ком-то, кто воспринимает мир и получает эти самые знания. Все, из чего состоят наши мысли, это символы и понятия, которые дают нам ощущение «я» как наблюдателя мира. Если человеку, ни разу не видевшему снег, показать картину с различными узорами, среди которых будет изображена снежинка, он ее никогда не заметит, поскольку его мозг не выделит ее как отдельный объект, наделенный набором качеств и свойств. Творчество рождается из несовершенства, из жажды, раздражения. Отсюда родился язык. Его породило желание разрушить одиночество, установить какую-то связь друг с другом. Наверное, было легче, когда речь шла лишь о выживании. Есть вода. Появилось слово для ее обозначения. Есть тигр, появилось слово «тигр». Но самое интересное началось, когда мы начали использовать ту же систему символов для обозначения абстрактных и неосязаемых понятий и ощущений. Как назвать раздражение? Что такое злость или любовь? Когда я говорю «любовь», у меня изо рта вылетает слово и попадает в ухо другого, проходит через сложную систему его мозга, через его воспоминания о любви или о недостатке любви. Мозг регистрирует это и говорит: «Да, я понимаю, но как я узнаю, что меня верно поняли? Слова пассивны. Это просто символы. Они мертвые, понимаешь? Большинство наших переживаний не передать. То, что мы чувствуем, невозможно выразить словом. И все же мы общаемся между собой, чувствуем связь, думаем, что поняли друг друга. У нас появляется ощущение духовной общности. Возможно, это чувство мгновенно. Одним из гениальнейших философов за всю историю можно по праву считать австрийского мыслителя 20 века Людвига Витгенштейна, который писал только тогда, когда ему было что-то построить или что-то разрушить. Одной из его популярных цитат была измененная фраза Декарта «мыслю, следовательно, существую» на «говорю, следовательно, существую». По Витгенштейну рамки нашего языка определяют рамки нашего мира, и именно язык стал основой для работ философа. В его первой и единственной опубликованной при жизни книге «Логико-философский трактат» выходит следующая, на первый взгляд, примитивная мысль: истинно объективных вещей не существует, есть лишь факты наблюдения. Представьте, что вы смотрите на ложку, которая лежит на столе. Ложка фактически не существует, а фактом для человека является акт наблюдения за этой ложкой. Именно взаимодействие глаз, фотонов и составных частей ложки создают для нас нечто, в чем мы не можем усомниться. Сама ложка не является каким-то отдельным существующим объектом. Когда у нас появляется идея о ложке, мы уже мысленно отделяем ее от всей остальной материи. Но если бы была только ложка,
Как можно было бы дать ей хоть какое-то свойство, если не с чем сравнивать? Ничто не имеет смысла без передачи информации, или же, проще говоря, без взаимодействия. Для проявления каких бы то ни было качеств у одного объекта всегда необходимо воздействие второго объекта на первый. Но если у объектов отсутствуют абсолютные качества, то невозможно узнать, существует ли какой-то объект в полном объеме, поскольку не существует какого-то универсального всецелого описания. Вы видите перед собой ложку не потому, что она существует, а потому что фотоны света отражаются от ложки и воздействуют на сетчатку ваших глаз. Происходит уже упомянутое взаимодействие, информационный обмен. То, что ложки может не существовать, или что на самом деле она выглядит не так, как мы ее видим, в действительности вообще не имеет значения. Ложки действительно может не быть, но факт того, что вы ее видите, не нуждается в доказательстве. Тут все настоящее. Реально то, что осознаешь. В древности люди могли наблюдать вокруг себя множество разных явлений, которым в какой-то момент начали присваивать имена. Другие животные также занимаются передачей информации, общаясь друг с другом, используя различные методы коммуникации, такие как звуки, запахи, визуальные сигналы и прикосновения. Просто у людей это вышло на условно новый уровень. Этот процесс довольно закономерен. В один момент наши предки были вынуждены встать на ноги для разглядывания хищников и пищи в саванне. Из-за отсутствия питательных трав пришлось есть мясо, что сильно способствовало росту мозга и областей, отвечающих за речь и когнитивные функции. Комбинация различных обстоятельств окружающей среды привела наших предков к созданию языковых моделей, которые являлись полезным инструментом в ежедневном выживании. С помощью жестов и голоса можно было имитировать звуки животных, выражать эмоции, а также легче справляться с трудовой деятельностью, когда ритмичные выкрики помогали координировать усилия. Своевременно у людей начала появляться идея о ком-то, кто наблюдает факты этого мира, познает абстрактные знания или их использует. Из общения появился образ наблюдателя, нечто, названное личностью внутри каждого, что видит, думает и говорит. В животном мире обман может проявляться в разных формах, от мимикрии до поведенческих уловок, и используется в таких целях, как добыча пищи, защита от хищников или привлечение партнера. Когда зародился такой инструмент, как речь, то его использование в целях выгодного обмана было неизбежным. И тут появляется интересный момент. В словесном обмане у нас также неизбежно появляются мысли о том, кого мы обманываем, а также кто обманывает нас. Таким образом, медленно, но верно, в голове людей укоренилась идея о личности с уникальным набором качеств, и вместе с этим любое действие человека сразу мысленно присваивалось его идейной личности как свободное. Как уже говорилось в прошлом видео, люди являются частью мира. Ничто не выходит за рамки мира, как и наши мысли, решения, идеи, а также то, что мы называем сознанием. Некая совокупность знаний определила сама себя как со-знание, которое для нас появляется из ниоткуда, естественным и незаметным образом. Знание познало само себя. Мир, который нам эти знания и в том числе сознание явил, является нам и, следовательно, нашим знанием, в виде явлений и объектов. В один момент сам факт этого явления является нам. Причем понимается это все только когда у нас есть язык. Отсюда и выражение «говорю, следовательно, существую». Это можно представить следующим образом. Мир создает нас, то есть создает часть себя, и являет себе себя, другими словами мир. В один момент сам акт явления является нам в сознании, и мы представляем некую личность, которую именуем как «я». Появляется самость. Позже может даже явиться осознание идеи о идейности этих мыслей, а за ней осознание идеи идейности, и так до бесконечности. Мир дает нам разум, через который мы смотрим на мир. Тем самым мы возвращаемся обратно к миру, который дает нам этот разум. Это бесконечный процесс. И тут может появиться вопрос, что нам по итогу все эти размышления дают, раз акт познания на самом деле ни к чему не приводит? Что же тогда делать?
Почему записывается это видео? Wittgenstein считал, что все традиционные философские вопросы, например, о первопричине, субстанции, свободе воли и «я», порождены тем, что мы пытаемся сказать о том, о чем язык по сути молчалив и не может говорить. Язык может описывать факт, как, например, ложка на столе, но говоря «Моисей не существовал», мы создаем множество возможностей интерпретировать сказанное. Например, у израильтян не было единого вождя, когда они покидали Египет, или их вождя звали не Моисей, или не было никого, кто совершил все то, что Библия приписывает Моисею, и так далее. Все попытки философии уходят в пустоту, когда на язык навешиваются бессмысленные конструкции, как субъект, мир сам по себе и тому подобное. Ни одно из таких суждений не выдерживает проверки логической формой. Абсолютно любое языковое утверждение возможно опровергнуть. Из этого всего вытекает, наверное, самая популярная цитата Wittgensteina: «О чем нельзя говорить, стоит молчать». Заткнув всем рот, Людвиг заявил, что решил все философские проблемы 70-страничным трактатом, после чего ушел в архитектуру. Сигма. Его философия проявляется также и в архитектурном стиле. Сознание не является какой-то аномалией, а скорее эволюционно сформировавшимся инструментом. Почти у всех животных части мозга заканчивают свое развитие в одно время. У людей же лобная доля префронтальной коры развивается еще около 10 лет после того, как остальные части мозга будут полностью развиты. Этот участок отвечает за сложные когнитивные функции, включая мысли, принятие решений, планирование, рабочую память, самоконтроль, социальное познание и так далее. Однако встает один вопрос, а именно для чего? Культура людей очень сложна и многослойна. По ходу жизни нам нужно усвоить колоссальное количество знаний, как и когда себя нужно вести определенным образом, когда можно соврать во благо, а когда этого делать нельзя, и другие социальные и культурные знания. Мозг людей развивался в ответ на создание сложной культуры, что способствовало прогрессу этой самой культуры. Наше сознание лишь следствие этого развития. Это можно сравнить с рогами оленя, инструментом, который вырос в ходе эволюции для адаптации в окружающей среде. А как инструмент может говорить об истине бытия? Вероятно, никак. И это смертельный приговор философии. Продолжение следует. Философия была и остается матерью всех наук. Однако... Мать твою в канаву кидал! Дить про мать в 2020 году! А скачать обои умного человека в очках можно в нашем Discord-сервере. And slowly you come to realize it's all as it should be. You can only do so